Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре HP M402. Посмотрим на дефект. А дефект следующий: грязная печать, размытая печать. С одного края вот видно. И размазано немножко, и грязненько все. В общем, дело у нас в термопленке. Будем ремонтировать печь, будем менять термопленку. Аппарат прошел аж 376 тысяч, ничего себе. Если тебе не трудно, поддержи канал лайком, оформи подписку и нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Спасибо. Итак, начнем разбирать. Уберем все лишнее, кассету и картридж. Правую крышку нам нужно будет начинать разбирать с задней части. По всему периметру защелки. Отщелкиваем сзади, отщелкиваем снизу. Немножечко грубой мужской силы в меру. Отщелкнем две защелки спереди. И крышка у нас снимается. Левую же крышку мы будем разбирать спереди. Открутим снизу болтик. И с передней части начинаем отщелкивать все подряд. Готово. Снимаем заднюю крышку. Буквально два болтика. Крышку на себя, наверх, и вот она уже снята. И вот мы уже, в принципе, добрались до печки. Осталось открутить раз, два, три, четыре болтика. В принципе, это вообще самый быстрый, по-моему, съем печки на Hewlett-Packard. Перед болтиками мы снимем вот эту вот пластиковую заглушку. Под ней находится два разъемчика. Разъемы мы отцепляем. Также отцепляем питание. И теперь можно открутить 4 болтика. Раз, два сверху и два снизу. И затем печь без особых усилий снимается на себя. Вот и все, весь съем. Дело в 2 минуты. Погнали дальше. С одной стороны, с правой отстегиваем пружинку. Убираем вот этот вот наш прижим металлический. Также с левой стороны делаем то же самое. Снимаем очень аккуратно, потому что тут и проводочки, там и пластик есть, чтобы рука не соскользнула и не поломать чего-нибудь. Вот она видно немножко там внутри. Также мы ее отстегиваем. Есть. Дальше нам нужно снять верхнюю часть печки. Для этого откручиваем два болтика. С правой стороны, вот они тут придумали какую-то шторку. С правой стороны отстегиваем, расслабляем шторку. Так, и чтобы нам снять верхнюю часть, нужно еще освободить пару проводочков. Убираем их в сторонку и снимаем верхнюю часть. Вот так. Вот полдела сделано. И вот она, наша термопленка с дефектом, который нам давали вот эти темные грязные полосы. Видно износ. 376 тысяч пробега. Неужели никто здесь термопленку ни разу не менял? Обалдеть. Нет, они столько не живут, я столько не видел. Ну ладно, чистим
нижнюю часть печки. Убираем весь мусор, запекшийся тонер, пыль и прочее. Все чистим. Также можно и подчистить под резиновым валом. Аккуратно пылесосом, чтобы не засосало по краям бушинги. Я их придерживаю пальцем. Были случаи, да. Протираю ацетончиком. Убираем застывший тонер. Также протираем сам резиновый вал. Можно смазать один конец, который контактирует с металлическим контактом. Извиняюсь за тавтологию. Можно смазать только проводящей смазкой. Устанавливаем все обратно, все крутится, все чисто. Дальше приступим к самой печке. Снимем, уберем проводочек длинный, отсоединим пока временно. Снимем бушинг или направляющую термопленки. Ну и саму термопленочку. Все тщательно вычищаем от старой смазки, от запекшегося тонера и прочего. Я чищу ватой с ацетоном. Ацетон все хорошо убирает. Итак, когда все чисто, нам нужно нанести термосмазку. Многие задавали вопрос, что за смазка такая фасованная в мелких. Ну вот, а смазка для термопленки, пожалуйста, посмотрите. Продается по 10 штук. Фасовка. Кому интересно, пожалуйста. Наносим равномерно смазочку. Также можно смазать и бушинги. Вот эти вот. Я использую термопленку USA от 1010 1200 мл. Устанавливаем пленочку. Очень аккуратненько. Внизу вот эти вот кругленькие, направляющие, наверное, назовем их так, немножечко мешают. Нужно помогать. Так, поставили пленочку, ставим бушинг, аккуратненько проводочек. Вот большой длинный провод мы соединим потом, когда уже все соберем. Устанавливаем верхнюю часть. В принципе, все в обратной последовательности. На металлической планке совмещаем посадочные места и закручиваем 2 болтика. Соединяем шторку. Дальше соединяем разъем проводочка, в который мы отцепляли, и аккуратненько его укладываем. Ставим на место пружинку. Очень аккуратненько, не повреждаем руки. С одной стороны и с другой стороны. Прижимную пластину и пружинку. Не совсем удобно ее застегивать, она находится немножко вот в глубине чуть-чуть, но застегнуть можно. Укладываем проводочек, укладываем проводочки, ну и все, печь готова. Устанавливаем легким движением руки на место. Внимание, очень важный момент. Слева в нижней части на печке есть такой пластиковый выступ, а в аппарате есть вот этот вот серый рычажок. Выступ должен сесть в паз серого рычажка. И тем самым будет открываться-закрываться шторка при передней крышке. Вот видите, открываю-закрываю крышку, работает рычаг и работает шторка на печке. Не забываем, очень важный момент. Закручиваем 4 винта. Соединяем 2 разъема. Устанавливаем заглушку. Соединяем питание.
до щелчка. Защелочки разъем. Вот практически все. Остается установить крышки. Задняя крышка устанавливается снизу вверх в пазы и закручивается на 2 болтика. Да, если у вас закрылась передняя крышка, вот там в глубине есть маленькая кнопочка, можете посмотреть. Дальше берем левую крышку и одеваем с задней части вперед. Все защелкиваем. Закручиваем спереди 1 болтик. Правая крышка. Одеваем ее спереди. Немножечко мешается передняя крышка. Там помогаем, поддеваем. Также все на защелках. Если что-то где-то не село, можно помочь себе, например, пинцетом. Все готово. Ставим картридж, кассету с бумагой и давайте проверим. Запустим тестовые листы со шрифтами и посмотрим. Все отлично. Дефект ушел, грязной печати нет, мазни нет, повторений, двоений. Все чистенько. Ну вот и все. Всем спасибо за внимание. Увидимся в эфире. Пока-пока.